Многие люди считают осень унылой порой года. В этом я с ними не соглашусь. Конечно, с приходом холодов наши сады постепенно пустеют, готовясь к неизбежному зимнему сну. Однако есть немало растений, которые даже в эти холодные осенние дни просто поражают буйством своих ярких красок. Именно благодаря этим декоративно-лиственным культурам осенний сад облекается в бесподобно красивый наряд, выдержанный в эффектной, пестрой палитре, вид которой вызывает у нас восхищение. В этом ролике я хочу рассказать о растениях, которые станут самым ярким и основным украшением любого участка в осенний период. Вместе с тем, хочу попросить зрителей поделиться своим опытом и дополнить мой сегодняшний рассказ. Посоветуйте, какие еще культуры способны украсить осенний сад. Я всегда благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Растения, о которых пойдет речь, можно с уверенностью назвать фаворитами осеннего сада. Их эффектная золотисто-багряная листва способна преобразить любой садовый ландшафт. Один из таких красочных представителей растет и на моем загородном участке. Этот эффектный кустарник многие садоводы справедливо называют королем осеннего сада. Речь идет про бересклет крылатый компактус. Это невероятно яркое и вместе с тем неприхотливое в уходе растение каждую осень заставляет буквально всех обращать на себя внимание. Его видно даже издалека. Бересклет крылатый компактус имеет невысокий габитус с хорошо разветвленной, но медленно растущей кроной. Взрослый кустарник достигает высоту около метра и более 2 метров в диаметре. Его плотная куполообразная крона к осени облекается в насыщенную карминно-красную окраску. Не зря кусты этого растения еще сравнивают с полыхающими кострами. Бересклет крылатый – это настоящее украшение любого осеннего сада. Если вы хотите создать в своем ландшафте яркий акцент, то советую взять этот кустарник себе на заметку. Не заметить бересклет крылатый в осеннем саду просто невозможно. Удивительно, но природа наделила бересклет уникальными свойствами. Так кардинально менять окраску своей листвы могут немногие декоративно-лиственные культуры, но это еще не все его сюрпризы. Ветви бересклета крылатого имеют причудливый вид с выступающими четырехгранными крыльями, что смотрится очень необычно. Ни у какого другого кустарника вы не увидите таких диковинных ветвей. Более того, всю зиму его крону украшают яркие плоды-фонарики, которые словно красочные гирлянды остаются висеть до весны. Если вы еще не знакомы с этим удивительно красивым растением, очень советую обратить на него внимание. Бересклет крылатый компактус неприхотлив в уходе и хорошо зимует в средней полосе, а его эффектный вид с легкостью преобразит ваш участок. Для посадки этого кустарника смело выбирайте самое видное солнечное место, желательно защищенное от сквозняков. В посадочную яму обязательно добавьте слой дренажа. Бересклет непритязателен к качеству почвы, однако не переносит частого переувлажнения. Плюсом это растение хорошо приспосабливается даже к городским условиям. Еще один яркий представитель осеннего сада, на который сложно не обратить внимания, особенно в осеннее время, это девичий виноград. С помощью этой совершенно неприхотливой лианы можно украсить не только неприглядный забор или старую стену хозяйственной постройки. Девичий виноград красиво завьет и притянет вашу беседку, садовую арку и не только. Это чрезвычайно живучее растение активно разрастается, причем не только своей надземной частью, но и корнями. Поэтому многие считают его агрессивным. В этом и сложность его выращивания. Если вы не хотите, чтобы эта лиана со временем заполонила ваш участок, ограничивайте ее рост. Лучше всего для этой цели подойдет широкий почвенный ограничитель, который закапывается вглубь не менее чем на 60 и более сантиметров. Учитывайте также, что ветви этого декоративного винограда при соприкосновении с почвой также легко укореняются. Но и у такого растения есть немало своих достоинств. Если вам за короткое время необходимо создать плотную, красивую ширму и закрыть свою территорию от любопытных глаз, девичий виноград вам в этом поможет. Кстати, если вы сомневаетесь, что справитесь с этой лианой, вы можете ее заменить другой, неагрессивной культурой, как виноград девичий вичи. Он
отличается своим покладистым нравом и эффектными кленообразными листьями, которые расположены очень плотно друг к другу и с виду похожи на красивую черепицу. Эти декоративные лианы отлично подходят для вертикального озеленения. Единственное, что виноград Вичи менее зимостойкий. А вот обычный девичий виноград можно даже не утеплять на зиму. Он очень красив своими буйными зарослями, особенно в осеннее время. Но стоит учесть, что его плети способны достигать высоты более 10 метров, если для него будет соответствующая опора. С помощью этих ярких лиан часто декорируют самые неприглядные места в саду, старые стены и заборы, а также создают плотные садовые ширмы. Девичий виноград – это совершенно неприхотливое растение с высокой зимостойкостью и потрясающей яркой осенней окраской листвы. Но за ним потребуется следить, ограничивая его в разрастании, иначе он быстро займет всю близлежащую территорию. Не менее красив в осеннем саду сумах. Это деревце еще называют оленьи рога или уксусным деревом. Оленьими рогами его прозвали за опушенные, изогнутые ветви, а вот уксусным деревом – за специфический запах. Хотя, скажу честно, в нашем городском дворе сумах растет почти через каждые несколько метров, но никакого резкого запаха от этих растений я не ощущаю. Сумах красив на протяжении всего года. Его ветви и листья имеют эффектный экзотический вид, чем-то напоминают южные пальмы. Ближе к осени листва становится оранжево-красной, что привлекает внимание даже издалека. Крона сумаха невысокая и раскидистая, а взрослые экземпляры еще украшают оригинальные соцветия свечи, которые красивы даже зимой. Но прежде чем высаживать сумах в своем саду, учтите, что он способен давать корневые отпрыски. Сумах – это не только высокодекоративное, но и достаточно агрессивное растение. Если вы не желаете часто удалять его поросль, высаживайте саженцы в глубокий и прочный почвенный ограничитель. А вот следующее растение я считаю не только своим любимчиком, но и своей гордостью. Пару лет назад я приобрела его на городской ярмарке небольшим саженцем, который сейчас разросся в красивое экзотическое дерево с эффектной ажурной листвой. И речь идет о японском клене. Многие садоводы считают эту восточную культуру капризной в уходе. Не могу с этим согласиться. На сегодня у меня растет уже несколько разных сортов японского клена, и никаких проблем с ними у меня нет. Хотя мне, наверное, повезло. Дело в том, что очень важно изначально приобретать уже акклиматизированные к вашему региону саженцы. Например, мои клены, выращенные в украинских питомниках, ни разу не подмерзали даже без укрытия на зиму. Эти эффектные растения никакого особого ухода от меня не требуют. Их крона красива в любое теплое время, а ближе к осени деревца приобретает самые яркие краски. Среди японских кленов существует очень много эффектных сортов. Есть растения, которые имеют багряную окраску листвы уже с весны. Разные сорта и виды кленов отличаются не только окраской, резной формой листьев и размерами кроны, но и своей зимостойкостью. Так что при покупке саженцев всегда учитывайте их характеристики и конкретно выясните у продавца, какая у них зимостойкость. Уточню, что мой участок находится в климатической зоне 5Б в центральной Украине. А вот это растение не только украсит ваш сад, причем даже зимой, но и совершенно точно не создаст вам ни малейших хлопот. Это очиток видный. О нем я уже не раз рассказывала на своем канале, так что не буду повторяться с его описанием. Скажу лишь, что этот безупречный многолетник – отличный вариант для ленивого сада, который красиво выглядит уже с начала весны и до окончания сезона. Более того, стебли с соцветиями очитковидного невероятно долго стоят в срезке. У меня они простояли в вазе с водой почти месяц и все еще продолжают радовать меня своим видом. Очень красиво в осеннем саду смотрятся разные барбарисы. Среди огромного ассортимента этих кустарников можно подобрать самые красочные сорта. Есть высокорослые виды, средние по высоте и даже карликовые. Барбарисы также отличаются формой кроны. Например, вдоль садовой дорожки можно высадить объемные низкорослые сорта. Возле забора или на заднем плане раскидистые высокие экземпляры, а также оригинальные колонновидные барбарисы. Стоит отметить, что эта декоративно-лиственная культура отличается своей неприхотливостью, засухоустойчивостью и зимостойкостью.
Очень советую приобретать разные его сорта, так как с их помощью очень легко украсить свой сад, причем на весь сезон. И, конечно, я буду не права, если не упомяну в этом видео очаровательное многообразие ярких астр и хризантем. Эти многолетние цветы заслужили звание самых выносливых, холодостойких, обильно и долго цветущих среди прочих в осеннем саду. Возможно, немногие знают, что среди этих известных растений есть и необычные почвопокровные формы. Например, астра вересковидная. Этот вид разрастается в виде плотного, густого покрытия из длинных, разветвленных побегов и множества белых цветков, которые расцветают именно осенью. В пик своего цветения вересковидная астра напоминает снежную лавину, что очень эффектно выглядит на фоне яркого осеннего сада. Своим продолжительным эффектным цветением радуют красавицы хризантемы. Этим удивительно красивым цветам стоит посвятить отдельный ролик, так как хризантемы славятся не только разнообразием окрасок и форм своих цветов, но и полезными качествами. Немногие знают, что это растение еще употребляют в пищу, а его лепестки используют в чай и в качестве приправы к разным блюдам. Среди хризантем есть много красивых видов, которые можно выращивать в саду средней полосы. Очень красиво выглядят на клумбах кустики хризантемы корейской или мультифлоры. Такие растения идеальны для контейнерного выращивания и украшения осеннего сада. Кустики мультифлоры выглядят как яркие полусферы, сплошь покрытые махровыми цветами. Наслаждаться их цветением можно с конца августа, с сентября и до самых стойких морозов. Однако эта культура не является зимостойкой. Чтобы сохранить кустики, их выкапывают и заносят в теплое помещение, подвал или погреб. В регионах с более мягким климатом этот вид хризантем можно просто укрыть лапником, опавшей листвой или белым агроволокном. Хотя в общем эти цветы нельзя назвать сложными в уходе, и с ними вполне справятся даже начинающие садоводы. Зато их красочное разнообразие способно очаровать кого угодно. Осенний вид хризантем легко украсит даже самый скромный уголок вашего сада. Уверена, что мой сегодняшний список вы дополните своими не менее интересными декоративными культурами. Конечно, это далеко не все растения, о которых мне хотелось бы рассказать. В моем осеннем саду есть еще много представителей, о которых стоит снять отдельное видео. А если вам эта информация была интересной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.